Hello, my darling, с вами Симона, и если вас немного смущает мой вид, то не смущайтесь. Я решила, что у меня нет формы японской школьницы, поэтому я буду в форме японской учительницы. Что в моем образе японского, спросите вы, возможно, а может быть и нет. Но я вам все же отвечу. Вот то же, что и в этой игре, в этой игре японского упоминания. В общем-то, короче, теперь вы еще и будете видеть мое недовольное лицо, когда я прохожу эту игру. Не знаю, как вы это перенесете, надеюсь, лучше, чем я. Приступим. Мне снилось, что мы с Кэтрин едем вдоль Большого каньона, бесстрашно смотря в пропасть. Я сижу за рулем открытого джипа, какой можно увидеть в фильмах про саванну, а Кэтрин рядом на пассажирском сиденье. День выдался невероятно жарким, на мне грязно-белая холщовая рубашка и пробковый шлем, Кэтрин же одета в легкое платье небесно-голубого цвета и длиннополую шляпу, которую ей постоянно приходится придерживать рукой, чтобы та не улетела от очередного порыва ветра. Мы о чем-то весело болтаем, но во сне я не могу разобрать, о чем именно. И вот вдруг колесо джипа попадает в яму, и мы летим вниз на дно ущелья с высоты в несколько сотен метров. Кстати, знаете, что еще летит в пропасть? Мое желание ставить таймеры, я не могу просто. Что происходит? Почему так? Почему так? Значит, попадает в яму, мы летим на дно ущелья с высоты в несколько сотен метров. Кажется, в таких случаях принято молиться. Наверное. Я проснулся весь мокрый. Мокрым оказались также и подушка, и простынь. Однако этот сон, такой яркий в первые мгновения, почти полностью забылся после того, как я провел полчаса под горячим душем. Черт, да я даже не бывал в Америке! Вчерашний разговор с Кэтрин оставил после себя тяжелое послевкусие, как начавшееся не вовремя похмелье. Бывает ли похмелье вовремя? Философский вопрос, кстати, интересно. Конечно, я был рад, что она до сих пор, несмотря ни на что, беспокоится обо мне, и пусть даже таким неуклюжим способом старается предупредить меня об опасности. Но невозможно было отделаться от ощущения, что Кэтрин поступает так скорее из чувства долга, чем из симпатии. Я боялся употреблять слово «любовь» даже в мыслях ко мне. Катю можно было упрекнуть во многом, но никак не в безразличии или жестокости. Да, возможно, у многих ее поступков была совершенно не та мотивация, которую обычно считают правильной. Опять вот это слово «правильное», «правильный», что за фиксация на какой-то правильности? У правильности вообще субъективная какая-то, мне кажется, оценка. Не знаю, может, не. Многое она делала больше из заботы о собственном имидже, а не основываясь на каких-то твердых моральных принципах. Но лучше совершать добро из корысти, чем попустительствовать злу. Попустительствовать. Я правильно прочитала с первого раза такое сложное слово. Офигеть. За это надо написать комментарий, например, типа «Молодец, мы верили в тебя все это время». Злу из безразличия. Однако оставался еще и вопрос о том, что я сам чувствую к ней. Что я чувствую именно сейчас, после того, как узнала записки. Самое странное, что где-то на краю сознания неуловимо витала мысль, что сама по себе эта записка мало что изменила. Во мне что-то надломилось еще раньше. Наверное, когда я увидел ее, входящей в класс, одетую в нашу школьную форму с невозмутимым выражением на лице. После этого даже скажи мне, что Кэтрин на самом деле агент ЦРУ, меня бы такая новость не сильно удивила. В любом случае, надо было что-то решать. Я не мог продолжать существовать в подвешенном состоянии, болтаясь между ее бесконечной холодностью и робкими попытками жить дальше. Однако с недавних пор в моей жизни появились новые, весьма неожиданные проблемы. Как он интересно называет женщин. И новые отношения, которые я вовсе не искал, и которые за столь короткое время уже перевернули все с ног на голову. Он вот так называет женщин, извините. И что будет дальше, одному Богу известно. На часах было еще достаточно рано, но я все же решила отправиться в школу, не дожидаясь Химицу. Офигеть, он встал раньше Химицу? Еще и душ успел принять.
Охренеть. Он во сколько встал-то вообще? Впрочем, после вчерашнего она могла и вовсе не прийти. Опа, уже стоит. Я совсем одна в этом переулке. Приманивает. Ай, чертовка. Возле ворот стояла Кагаме и нетерпеливо стучала ножкой по брусчатке. А вот и ты. Что же, хотя бы вовремя. И давно ты тут партизанишь? Достаточно, чтобы мне это надоело. Могла бы подождать в классе. Не могла. Вдруг смутилась она и опустила глаза, но тут же подпрыгнула на месте и схватила меня за руку. «Пошли!» Я безвольно поплелся за ней. Что толку спорить или указывать на ее вызывающее поведение? Ага, на крышу, конечно же. Конечно, Кагаме привела меня на крышу. Куда же еще? Итак, что? Как успехи? Успехи в чем? Ты опять начинаешь? Да что я начинаю, господи? Прошло полдня. Что могло за это время измениться? Знаешь, иногда и нескольких минут достаточно. Впрочем, что-то действительно произошло. Визит Кэтрин, разговор о записке. Я не знал, стоит ли об этом рассказывать Кагаме. С одной стороны, она совершенно ни при чем. Но с другой... Те, кто угрожают мне из-за работы отца, наверняка как-то связаны с Кобаяши Корпорейшн. Люди, которые, в свою очередь, похитили ее отца. В другой ситуации я бы наверняка посчитал, что это моя личная жизнь, и нечего в нее посвящать посторонних. Но смотря сейчас на эту странную девочку, я от чего-то ощущал себя виноватым, что скрываю правду. Знаешь, кое-что действительно случилось. Вот как? Встрепенулась Кагаме и даже подошла ближе. Та девочка, что недавно перевелась к нам в класс, Кэтрин, ее мать работает дипломатом. По крайней мере, я раньше так думал. В общем, Кэтрин рассказала, что мне грозит опасность, что за мной следят влиятельные люди. Корпорация? Она больше ничего не знает. Так пусть узнает. Слушай, не все обладают той прямолинейностью и детской непосредственностью, некоторыми... твоей. Не все обладают твоей прямолинейностью и детской непосредственностью, которым и жизнь дорога. Ну да, конечно, фыркнула она и отвернулась. Когда речь заходит об этом самом, у мужиков сразу мозги отключаются. Об этом самом, это о чем? О том, что за ними следит ЦРУ? Ну да, у меня бы тоже мозги отключились на самом деле, я бы тоже такая... Вау, а зачем? О чем? Да никто не говорил даже об этом самом. Неожиданно для себя я смутился. Но ты ее защищаешь. Слушайте, Кагаме, она какая-то сваха чисто просто. Она видит женщину в радиусе 500 метров от нашего Никакуна и такая... Она тебя хочет. Я тебе говорю, она тебя хочет. Это просто, это как будто бы женский голос самого Никакуна, мне кажется. Может быть, вообще Кагаме не существует, это просто он себе придумал ее, чтобы оправдывать свой интересный токсикоз, я бы так сказала. Я теперь такая аккуратная, знаете, оказывается же ничего вообще нельзя говорить. Ладно, все это мои проблемы. Я просто не хочу, чтобы невинные люди попали под твой неуправляемый каток поисков истины. А так уж ли она невинна? Да господи! Женщина, угомонитесь, пожалуйста. Кэтрин, замолчал я на полуслове. Это же не ее так зовут. То есть он такой, Кэтрин... И замолчал на полуслове. Ну, вы поняли. Неужели мне только сейчас пришла в голову простая мысль, с какой стати я должен верить каждому Катиному слову? Ведь в какой-то степени у нее куда больше причин врать мне, чем у Кагаме. Однажды она уже бросила меня, не сказав ни слова. Так это не обман. Тем самым прекрасно продемонстрировав, что ни в грош меня не ставит. И если ее мать как-то связана со смертью моих родителей, с Кобаяши Корпорейшн, и бог знает с чем еще, почему не предположить, что она просто помогает ей? Я не знаю. Отлично. Первое здравое рассуждение от тебя за весь день, просияла Кагаме. Так бровь подняла. У меня, кстати, тоже есть новости, надеюсь, хорошие. Я смогла разыскать коллегу отца. Его зовут Ичиносе-сан. Ичиносе-сан? Кажется, я с ним знаком, но откуда ты его знаешь? Если он тоже работал на Кобаяши Корпорейшн, это вполне логично, да и подробности сейчас не особо важны. Ладно, и что? Я договорилась ночью встретиться на набережной, ты пойдешь со мной.
Конечно, если у тебя нет более срочных дел, например, не знаю, свидание с какой-нибудь американкой. Капец, просто надо было Розу Сибитову рисовать вместо нее. Что такое? Слушай, ты думаешь, я тут просто развлекаюсь? Да мне в последнее время кажется, что моя жизнь однажды сделала поворот не туда. И теперь все, что происходит, происходит вопреки хроникам Акаши. Не имею понятия, что такое это. Термин, описывающий мистическое знание, закодированное в нефизической сфере бытия. Нет никаких научных доказательств достоверности хроник Акаши. Мне кажется, можно было остановиться просто на термине, понятнее вообще не стало. Мистическое знание, закодированное в нефизической сфере бытия. Окей. Тебя удивляет, что я хотел бы вернуть Кэтрин, вернуть все, как было раньше, а по-моему, тут нет ничего удивительного. Нет, подождите, я не могу выкинуть из головы, что это может означать. Просто какое-то очень расплывчатое вообще определение было дано. Какое-то типа просто что-то абстрактное. Как можно доказать что-то абстрактное? Потому оно и не доказано. Что? Если кто-то знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Объясните мне, я ничего не понял. А по-моему, тут нет ничего удивительного, но я не живу в вакууме и вынужден считаться с другими людьми, даже если не согласен с ними. А Кобаяши Корпорейшн глубоко наплевать на мои чувства, так что, поверь, я знаю, как правильно расставлять приоритеты. Бум! Раунд просто. Кагаме смотрела мне в глаза, не моргая, и с каждым моим словом ее лицо становилось все серьезнее. Когда я, наконец, закончил и перевел дух, она еще некоторое время молчала. Надеюсь, это все не просто для красного словца. Не забудь, вечером, на набережной. Многоточие. Когда она ушла, я еще долго смотрел на осенний Токио, переполненный горожанами в серых костюмах, каждый из которых вынужден считаться с бесчисленным количеством других людей. Вот это да. Уроки шли медленно, каждая минута тянулась не менее часа, а час ощущался сутками. Кёски сегодня был неожиданно тих, и в какой-то момент мне даже захотелось, чтобы он по традиции пристал ко мне с бессмысленным разговором, лишь бы развеять тоску. Кэтрин сидела позади меня, и я не мог ее видеть, но был уверен, что она также скучает и смотрит в окно. Около окна же сидела Кагаме и прилежно записывала все за учителем, полностью сосредоточившись на уроке. Как же они могут так быстро переключаться? Кто они? Неважно на что, на праздное созерцание бытия или на учебу. Да, моя психика была чересчур реактивна, и ей обычно требовалось слишком много времени, чтобы восстановиться после острых жизненных ситуаций. Но разве такое спокойствие нормально? Как будто они просто дергают ручку переключения передач. Может быть, он имеет в виду японцев, я не знаю, просто это не объяснено. Японцы, школьники, женщины, о ком речь, мы никогда не узнаем. На большой перемене мне вдруг стало тяжело находиться в этом классе, где, похоже, все, кроме меня, обладали устойчивой психикой. Не все в классе японцы, значит, он говорил не про японцев. Я не знаю. Я бесцельно слонялся по школе и очнулся только тогда, когда оказался в ее старом крыле, рядом со старым классом музыки. Вместо пронзительных гитарных аккордов, правильно, оттуда словно легкими волнами прибоя на тропическом острове текли умиротворяющие звуки рояля. А чё их не подложили? Я замер в дверях, чтобы послушать. Элли играла как будто какое-то классическое произведение, но подобная музыка была мне совершенно незнакома. Наконец она закрыла крышку рояля и встала. А гитарные запилы почему-то включили. Непонятно. Может, это в другом наушнике было, я просто с одним сижу. Не хотел тебе мешать. Я вошел в класс. Опять ты? И давно подслушиваешь? Да я не подслушал, да он не подслушал, он не подсматривал, он не вообще, он просто ходит, понимаете? Все происходит само. И женщины на него сами вешаются, ЦРУ его само ищет, и, короче, все как-то само происходит.
Все нормально. Вдруг вспомнились слова Кагаме, ведь она фактически провоцировала меня на то, чтобы я углубил наше знакомство с Элли. После вчерашнего разговора с Кэтрин подобные мысли пугали еще сильнее. Если это конец, если для Кэтрин я действительно больше ничего не значу, мне ведь и правда придется как-то жить дальше. В том числе и заводить новые отношения. Разве это обычно происходит не так вот, совершенно случайно? Дети, мы с мамой познакомились, когда она облила меня соком в столовой. Эй, ты еще тут? Да, прости, замечтался. И о чем же? О том, как он вашим детям будет рассказывать, как вы познакомились. Беги! Беги! Ну... А тебе? Да ни о чем. По-моему, нам надо еще, да, этих очков Элли, чтобы... Или нет? Сложно, непонятно. Я ж не знаю, сколько я до этого заработала с Кагаме. Блин, ну если он скажет о тебе, неужели она поведется на это говно? Неужели? Давайте скажем, да ни о чем. Ну, потому что я хочу, чтобы он вел себя как говно со всеми, раз уж он начал. Я не знал, что сказать, и отвел взгляд. Определенно с Кагаме мне общаться было проще. И вряд ли тут дело только в социальной иерархии. В конце концов, сейчас Элли такая же школьница, как и все остальные девочки в этом здании, пока она не закончила университет и не получила от деда весомый пост в корпорации. Она только потенциально заслуживает какого-то особого отношения. Однако стереотипы, коренившиеся в японском обществе тысячелетиями, сильны, они не могли не повлиять на меня. Хотя мне было до определенной степени наплевать на родословную Элли, но не сейчас, когда появились мысли о том, что между нами может что-то быть. Твою мать, Кагаме! А чё Кагаме-то сразу виновата? Она всего лишь сваха, она может за это деньги получать. Опять будешь допрашивать, а где свою подружку бесноватую потерял? Послушай, Элли, ладно, я пошутила. Неожиданно рассмеялась она и улыбнулась такой улыбкой, что ей-богу в ней никак нельзя было заподозрить злобную наследницу преступной империи. Я тебя здесь встречаю в последнее время чуть ли не каждый день, а раньше от силы раз в полгода уборщица заходила. Мне нравится, как ты играешь. Жаль, что ты бросил играть. Чему это? Могли бы вместе. Элли спохватилась и тут же переменилась в лице. Хотя что это я говорю? Играй со своей истеричной подругой. Может, из вас даже манзай выйдет. Это какой-то дуэт. Это традиционный комедийный жанр в Японии, который подразумевает выступление двух человек на сцене, цукоми и боке, шутящих с большой скоростью. Я хочу на такое посмотреть, в то время как боке делает или рассказывает на сцене что-то глупое, а цукоми пытается над ним подшутить. Интересно как? Вот ты опять начинаешь, беззлобно вздохнул я. Что начинаю? Так себя вести. А как я себя веду? Она подбоченилась и точно стала похожа на барыню, отчитывающую дворовых девок. А может быть, мужиков дворовых. Тебе ведь не нравится отношение Ивамуры? Потому что она... Вдруг вспыхнула Элли. Что же, иметь чувство собственного достоинства теперь преступление? Нет, если оно не переходит в чувство собственной важности, чрезмерной важности. С другой стороны, мне самому бы стоило у нее поучиться. Да куда уж тут уже у тебя бы нам всем поучиться чувству собственной важности-то. Мне кажется, тут Элли просто, не знаю, где-то нервно в сторонке вздыхает просто. Просто огрызаться и хамить – это ведь далеко не лучшая защитная реакция. Так она сейчас тоже просто огрызается и хамит. Я не понимаю. Много ты понимаешь, я ничего вообще не понимаю, если честно. Что и требовалось доказать, победоносно воскликнул я и щелкнул пальцами. Уставился на нее и состроил глупую гримасу, действительно подсмотренную в одном из тех комедийных шоу, что могут нравиться только самим японцам.
Видел бы ты себя со стороны, рассмеялась Элли, и напряжение наконец спало. Капец, мне кажется, у Элли биполярка, если честно. Она прям то в какие-то жесткие минуса сваливаются, то прям такая, да я пошутила. Очень странно, очень какой-то red flag вообще, очень-очень странно. Кстати, у нас вечером концерт. Тебе в прошлый раз, кажется, понравилось? Можешь зайти? Это неужели опять, неужели снова будет рок-н-ролл? Неужели? Не только вот так вот на фоне, да? А прям в сюжете появится опять. Жду. Только чур не таращится на меня все время. Господи, да я не... Впрочем, ладно. Сегодня не получится. Почему? Удивилась она и, готов поклясться, даже на секунду расстроилась. Хотя в это, видимо, сложно поверить, но у меня тоже бывают свои дела. Помимо кривляний, да, и помимо просмотра телевизора и плевания в потолок. А делами ты будешь занят с той девчонкой? С девчонкой. Даже если так. Просто я не хочу, чтобы вы опять строили какие-то козни против меня и моей семьи. На нее отец пропал вообще-то. Парировал я холодно. Я понимаю, и мне очень жаль, но... Элли замолчала и вдруг надула губки, отчего на мгновение стала неуловимо похожа на Химицу. На самом деле, знаешь что? Я не понимаю и понимать не хочу. Я не мать Терезы и не обязана входить в положение каждой нищенки. Это жестко. Что? Я искренне удивился такой реакции. Да, конечно, Элли можно было бы не без основания упрекнуть в некотором зазнайстве, но такая вызывающая надменность... Извини, я не хотела. Ладно, в школу ходит, чтобы учиться, если ты вдруг не знал, и выбежала из класса. Неужели ее действительно так задели слова Кагаме? Да, Ивамура способна кого угодно довести до белого коленя за пару минут, но... Да, что-то это too much вообще было сейчас. Осуждаю. Человек склонен яростнее всего защищать самое дорогое. Что может быть дороже всего для знатной юной леди? Наверное, ее гордость? Ну, или... Как это называется? Репутация родителей? Как вариант. Неужели Кагаме удалось прорваться в самое сердце неприступной вражеской крепости и уколоть противника наименее защищенное место? Я бы назвала то место. Все это очень странно. И что-то мне подсказывает, что чем дальше в лес, тем больше дров. О, хоть люди появились в коридоре, а то никого не было. Я шел на урок с твердым намерением закончить учебный день без приключений. Опа-на! А ты откуда вот такая прилетела, красавица? Однако возле класса меня уже поджидала незнакомая девочка, нетерпеливо накручивавшая на палец прядь волос. Анохин? А кто спрашивает? Алло, это ты мне звонишь? С первой секунды стало понятно, что этот разговор ни к чему хорошему не приведет. Нам надо поговорить, давай отойдем. Что ты решил, что она так разговаривает? Звонок уже скоро. Ботаник, что ли? Пренебрежительно фыркнула она, осмотрев меня с ног до головы. О чем ты хочешь поговорить? И кто ты вообще такая? Меня зовут Кавашима. А да, меня зовут Кавашима. Я подруга Элли Тян. Тян? А что, так тоже нельзя обращаться? Я реально не понимаю, как, прямо от меня далеки очень вот эти все штуки. Я понимаю только, как вьетнамцы обращаются друг к другу. Все, я больше ничего не понимаю, больше ничего, не знаю. Ну, пошли, раз так. Почему она, типа, нельзя ее называть Элли Тян? Девочка отвела меня за угол. Выглядела она весьма обычно по местным меркам, довольно миловидная и ухоженная, держалась уверенно и свободно, может даже слегка вызывающе. Надеюсь, ты понимаешь, что попал в не в обычную государственную школу. Что такое? В Японии частные школы считаются престижнее государственных, а в других не так? В других странах. Если вы знаете какую-то страну, я так сейчас вот навскидку не скажу. Но если вы знаете какую-то страну, в которой, наоборот, государственные школы считаются престижнее частных, напишите в комментариях. Это интересно. Это интересно. А Элли Тян тебе не просто одноклассница. Ну, допустим, и что дальше? Мне хочется прям как она стоять вот так. И что дальше?
«Допустим», — передразнила такая. Воскликнула она и сделала такое выражение лица, как будто наступила в нечто дурно пахнущее. Никакуна. «Я ее подруга и не позволю всяким ошиваться около нее, к тому же какому-то гайдзину». А вот теперь брезгливость. И если ты не заметила... А, это не она говорит. Если ты не заметила, то Элли тоже на японку с первого взгляда не больно-то похожа, усмехнулся я. Что? Да ты... Однозначно Элли умеет выбирать себе подруг. Думаешь, я с тобой шутки шучу? Девочка была на голову ниже меня, но явно ощущала свое превосходство. Ага. Ну давай, начни с ней силой мериться. Ты серьезно думаешь, что она типа тебя втащить решила? Как я микрофону, да? Ты думаешь, она вот это решила сделать? Я думаю, она какими-то все-таки другими путями собралась с тобой бороться. Умник хренов. Капец, конечно, в голову пришло. О, она вот стояла. Ну да, естественно, она же понимает, что ты ей не втащишь. Конечно же, она не будет тебя бояться. Если ты еще, конечно, хоть какие-то там оставил крохи адекватности. На мгновение мне захотелось сделать кабедон. Слушайте, мы прям сегодня образовываемся, капец. Поза, при которой мужчина кладет руку на стену, напирая на девушку, оказываясь в ее личном пространстве. Это как во всех клипах делается, когда он так... И еще он рядом так должен кулаком ударить по стене. Драма, короче, да? Такое? Не надо так делать, пожалуйста. Не надо. Это нехорошо. Это... It's not okay. И посмотреть на ее реакцию, однако я тут же спохватился. В конце концов, почему именно мужчина? А если женщина так сделает, то это уже по-другому как-то называется? Или женщине вообще нельзя так делать? В конце концов, вдруг она дочь главаря якудзы, вот именно. Ты бы это слегка огляделся, прежде чем вот это вот чего-то там, гайдзин проклятый. Ты мне угрожаешь? Хочешь проверить? Ничуть не смутившись, ответила Кавашима. А вот у меня уверенность поубавилась. Ладно, в чем я, по-твоему, виноват? А то ты не знаешь. Не хочется играть в угадайку. Не ты ли обвинял Элитян в таких вещах, что она будто бы человека похитила, вывезла в лес и там закопала? Это она тебе рассказала? Ситуация, кажется, начала проясняться, но, честное слово, лучше бы я дальше оставался в неведении. Нет, блин, я свечку держала. Какая все-таки неприятная девчонка. Да, и озвучиваю я ее неприятно. И если Элли просто иногда перегибала с манерностью, скорее в силу воспитания, то Кавашима прямо-таки излучала злобу. А почему вдруг здесь так написано, как будто бы слово манерность и злоба, типа, близкие по значению? По-моему, это не так. Я знаю, что она тебе наговорила. Я не знаю, что она тебе наговорила. В любом случае, это не твое дело. Это мое дело. Я ее подруга. Или все не так поняла, или тебе не так рассказала. Да и вообще не стоило об этом никому рассказывать. Это был личный разговор, который не касается посторонних. Чем больше я заводился, тем глупее звучали мои оправдания, и тем шире становилась улыбка на лице Кавашимы. Интересно, почему Элли умолчала об участии Кагаме в этом разговоре? Смотрите-ка, как залопотал. Залопотал? Залепетал? Захлопотал? Залопотал? I don't know what does it mean. Это все? Вполне достаточно для полиции. Полиции? По крайней мере, не якудза. Ну так давай вместе сходим. Вы расскажете свою версию, а я свою. Сходим. Уже не так твердо повторила она. Ну так зачем дело стало? Берем Элли вперед? Она собралась что-то ответить, но тут прозвенел звонок. Ладно, но я с тобой еще не закончила. Уж не знаю, чего ты добиваешься, но имей в виду, я за тобой слежу. Тоже мне, блин, детектив Коломбо. Я махнул рукой ей вслед и поспешил к себе в класс. Многоточие. Итак, что это, черт возьми, было?
Вот зачем трепаться о таких вещах всем подряд. При желании было несложно найти, в чем упрекнуть Элли, но глупой она мне никогда не казалась. Или это какая-то хитрая игра с ее стороны, привлечь как можно больше союзников и что? И что, действительно? Как ни посмотри на продуманные и хорошо спланированные действия, это не похоже. Скорее уж просто расстроенная школьница побежала жаловаться подружке на школьного грубияна. Еще извращенца, кстати, напомню. Кобаяши Джун просил меня присматривать за Ивамурой, но такими темпами и меня, и Кагаме под эшафот подведет его собственная внучка. Уверен, он сразу примет меры, если начнут расползаться слухи, что Элли замешана в каких-то темных делишках. И ведь всего через одни руки, точнее уши, исчезновения отца Кагаме, в котором повинна корпорация, превратилось в похищение и убийство в лесу, совершенное школьницей. Это вообще, конечно, да, сплетни, это очень крутая штука, обожаю просто за это. Кавашима расскажет еще кому-то, добавятся новые детали и подробности. Черт, как вариант. Этого никак нельзя допустить. Причем самое страшное в том, что Элли, похоже, даже не понимает всей серьезности происходящего. Так маленький ребенок оставляет ключи в салоне и захлопывает все двери, радуясь своей находчивости. Теперь машину не открыть. Только вот расхлебывать все взрослым. Какой взрослый парень, господи. Я не могу вообще. Необходимо поговорить с ней при первой возможности. Только что разговаривали. Мне кажется, по горячим следам ее еще можно отыскать. Я, конечно, не разбираюсь в архитектуре японских школ. Может быть, она все, короче, затерялась. Ее теперь как грибы ночью просто не найдешь ни хрена. Когда урок закончился, я уже собирался идти искать Элли, чтобы устроить ей выволочку, но меня остановил Киоски. «Ник, есть минутка?» «Нет», — ответил я грубо. «Нам с Майком надо с тобой поговорить». «С Майклом?» Я сказал с Майком, извините. Ой, извините, у вас на носу мышка, я ее уберу. Все в порядке. За его массивной тушей действительно притаился наш общий американский друг. «Ник?» – посмотрел он на меня вопросительно. «По Майклу никогда не понимаешь, что у него на уме. Может, разговор про завтрашнюю контрольную, а может, секретные донесения об американских военных базах на Окинаве. Они обступили мою парту. Кёски взял стул и сел рядом, а Майкл остался стоять, лишь немного наклонившись к нам. По всему было понятно, что разговор предстоит не для посторонних ушей. «Пацаны, ну мне правда идти надо», — взмолился я. «Куда это?» «Мы тебя надолго не задержим. Перемена всего 10 минут. Ладно, Элли уже натворила дел, лишний час ничего не изменит». Я вздохнул и закрыл глаза. «Ну, что у вас?» «Мы заметили, что ты в последнее время, как бы это сказать, весьма сблизился с одной нашей одноклассницей». Кёски говорил сбивчиво, и за него продолжил Майкл. «Речь об Ивамуре-сан». «Кагаме? И при чем тут она?» «Вот, видишь, уже Кагаме». «Кёски, ты прекрасно знаешь, что я никогда не понимал этой вашей одержимости внешними приличиями. Гарантирую, Кагаме всех вас уважает ничуть не больше, чем кого-либо еще в этой школе. С другой стороны, даже странно, что вы вообще заметили ее существование. Вот в этом и проблема, Ник. Ты разговариваешь с несуществующей женщиной. Я говорю, ее нет. Ее нет на самом деле. В чем именно? Ты как будто с недавних пор стала обращать на Ивамуру-сан слишком много внимания. И это, похоже, взаимно. На что вы намекаете? Я уже понимал, к чему они ведут, но пока не хотел даже сам себе в этом признаваться. Да мы ничего против не имеем, ты не подумай. Кёски замахал руками и тем самым сразу собрал на себя любопытные взгляды одноклассников. Продолжил он уже полушепотом. Мы понимаем, сердцу не прикажешь. «Что? Да нет у меня ничего с ней!» – вскричал я, но тут же быстро спохватился. Хорошо, что в этот момент Кагаме не было в классе. «Вот видишь, и я же тебе говорил!» Кёски ткнул Майкла локтем. «У него Химицу-тян есть!» Кёски говорит. Он типа говорил Майклу, что не, это у Майкла идея есть. Вот, ну серьезно, Майклу нехрен делать.
Он там весь из себя учится, готовится к экзамену. Почему абсолютно все персонажи этой новеллы постоянно пихают женщин никакуну этому несчастному? В чем дело? Причем не все они японцы. Типа, я понимаю, допустим, это можно было бы списать на какой-нибудь японский менталитет. Типа, хотя вряд ли. Я, конечно, тоже не знакома с японским менталитетом, но типа, может быть, ну вот, мы тут все как бы в общности в какой-то, и вот у всех есть девушки, а у тебя нет, найди. И просто ему бы впихивали каждую одноклассницу, на которую он посмотрел. И она, типа, на него тоже посмотрела. Но нет. Типа, этот американец, этот японец. Типа, и они все такие... Че, вы любите друг друга? Да нет, нет. В чем дело, я реально не понимаю. И с Химицу мы просто друзья. Сказал я уже менее уверенно. Ну, кстати, вот конкретно про Химицу или хотя бы про Кэтрин, это хотя бы не беспочвенно. Потому что, как минимум, в любом случае, Химицу влюблена в него, а он по-любому влюблен в Катюху. Это же как бы и так понятно. Но про всех остальных просто, чё, да, мутите, да, ага, да, знаем мы, понятно, все с вами. Господи, какой кошмар. Сказал я уже менее уверенно. Не мы одни заметили, что ты сблизился с Ивамурой-сан, тут нам всем не насрать, мы с директором это обсуждали, надо будет, мы до мэра дойдем, нам всем есть дело до твоей личной жизни. Даже если так, то что в этом такого? Ты ведь знаешь, какая у нее... репутация. А какая у нее репутация? Нет, не знаю. И какая же? Ходят всякие слухи. Слухи, говоришь? А ты у нас главный спец по этому дерьму, конечно. Ник, мы просто хотим тебя предупредить. Да, о чем? Я не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Я полчаса читаю, я ничего не понимаю, реально. О, и ты туда же. Ладно, Кёски, тут у меня вопросов нет. У него работа такая, считай. Но ты-то зачем в это лезешь? Действительно, ему что, реально нехрен делать? Майкл нахмурился, но ничего не ответил. Ник, ну серьезно, рассказывают всякое. Я не утверждаю, что всему надо верить, но ведь дыма без огня не бывает. Да господи, ну хотя бы намекните, что? Про то, что там пошутила какая-то деваха в самой первой серии, что, мол, она там... Мол, кто-то там ее покупает за рыбу. Эти слухи, про эти слухи речь идет. Вы серьезно? Чё? И что же про нее говорят? Холодно спросил я, чувствую, как внутри все закипает. В чем была причина столь бурной реакции? В желании защитить Кагаме? Да нет, они просто задолбали. Они просто никаких чувств. Причем здесь это? Они просто реально задолбали. У меня нет никаких чувств к Кагаме. Но меня капец как бесит эта ситуация. Типа, они не сказать, что какие-то лучшие друзья. Типа, меня так подружки не допрашивали про моих крашей в школе. Типа, пока я сама не подойду и не начну об этом говорить, никто мне, ну, как бы, не устраивал мне допросов в школе, типа, ты знаешь, мы видим, как ты поглядываешь на, вон, Мишаню нашего. По-моему, вообще Миш не было в классе. Ну, это не важно. Типа, короче, мы все поняли. Но вообще-то, будь осторожна, он двоечник. В тот момент мне бы в голову не пришло задаваться такими странными вопросами. Кёски, не надо. Майкл аккуратно положил руку ему на плечо. Хорошо, не на колено. Но Кёски было сложно остановить, когда тот для себя уже решил, что всем окружающим просто необходимо услышать его мнение. Ни для кого не секрет, что Ивамура-сан не из самой обеспеченной семьи. Это, конечно, само по себе не преступление, но говорят, что у нее пониженная социальная ответственность. Если ты понимаешь, о чем я. Нет, не понимаю. И кто говорит? Наверняка те же, кто ее травит. С какой стати ты им веришь? Да нет, я не верю, но неделю назад утром у ворот школы именно это и происходило. Травля. Однако я даже и подумать не мог, что обычные школьники вроде Кёски и Майкла будут формировать свое мнение о Кагаме только на основе брехни этих подонков. Она в ресторане работает, в ресторане своего деда. Еду готовит, заказы разносит. Они собой торгуют. Откуда ты знаешь? Да оттуда, я сам там был. Майкл! Поднял я на него умоляющий взгляд.
Вот от тебя я такого не ожидал. Извини, Ник. Он виновато отвел глаза. Но Ивамура-сан действительно не производит впечатления благополучной девушки. Я реально не понимаю. Вот сейчас мне уже прям за нее обидно. Вот сейчас прям капец. Типа, реально просто какая-то тварь решила, что она может что-то про нее такое сказать. Какого-то хрена все остальные поверили. Из-за того, что она действительно из бедной семьи и, ну, такая, типа, ну, нелюдимая, все реально в это просто верят. Да нет, это просто тупость. Это просто тупость. Так не работает в жизни. Так не работает. Хотя... Вы смотрели, кстати, «Отличницу легкого поведения»? Мне нравится этот фильм, но сам прецедент прям очень дерьмовый. Это прям и сладшейминг, и мизогиния, и все на свете сразу вместе взято. Это прям отвратительно. Может быть, действительно так и в жизни работает. Просто у нас в школе такого не было. У нас такие слухи ходили, ну, про тех, кто действительно отличался низкой социальной ответственностью. Да и то мы это так не называли. Типа, ну, девочка рано начала встречаться с мальчиками. Я никогда не слышала, чтобы кого-то из этих девочек называли, типа, вот этими словами страшными. Вот вообще ни разу такого не слышала. Что за в какой-то золотой школе я училась, не понимаю. То есть, по-твоему, шлюхи обычно такие, замкнутые и нелюдимые? Охренеть, ребята, мне нечего сказать. Мы ни в чем ее не обвиняем, но ведь есть еще и общественное мнение. Ты можешь быть уверен, что мы всегда на твоей стороне, да, Майкл? Майкл ничего не ответил, вообще никак не отреагировал на вопросительный взгляд Кёски. Но, холодно произнес я, что но? Там должно быть но в конце, ты не закончил. Договаривай, пожалуйста. Мои слова звучали угрожающе тихо. Казалось, еще немного я сорвусь. Ладно, Ника, успокойся. Мы действительно не хотели обидеть тебя или Ивамуру-сан. Ой, слушайте, Ивамуру-сан вообще невозможно обидеть. Мне кажется, если бы вы это ей лично сказали, она бы вообще от вас мокрого места не оставила бы, если честно. Мне вот так вот кажется. Не стоило вообще начинать этот разговор, извини. Да ну, почему же? Зачем держать все в себе? Если бы вы промолчали, это бы изменило ваше мнение о ней. С притворным благодушием парировал я. Ник, почему для тебя так важно? Почему для тебя так важно? Почему ты так переживаешь за то, что о ней думают другие? Да потому что вы ему полчаса просто ему уже делаете мозг этой историей, понимаете? Тут уже есть чувство, нет чувств. Вы уже меня задолбали, парни. Смотрите, сейчас вот небольшой расход. Все. Закрываем тему, вот эта лавочка закрыта, расходимся, потому что вы задолбали реально, уже сил нет никаких просто. Всем двойка по поведению, я ничего не знаю, до свидания. Родителей в школу. Пожалуй, сейчас я и сам не мог ответить на этот вопрос. А причин обычной человеческой морали недостаточно. Конечно, если так... А даже если у нас отношения, то что? Чем Кагаме хуже Химицу, или Кэтрин, или Элли? А Кёске? Чем? Отсутствием наследства или своры друзей-отморозков? Может, тем, что не обращает внимания на чужое мнение и глупые сплетни? Ник, робко попытался остановить он меня. Нет уж, послушай меня. И если бы я действительно решил встречаться с ней, то что? Вы бы мне вручили черную метку? Начали бы травить вместе с теми отморозками? Ник, подожди, чего ждать-то? Предлагайте мне отсидеться в сторонке вместе с вами, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Если так, то я был о вас лучшего мнения. По крайней мере, знайте, что я считаю Кагаме хорошим человеком, и если вдруг наши отношения пойдут дальше, я почту это за честь. Чё творит? Чё творит? Гений словесности, отец русской демократии. Просто, что это такое? Впервые хочу прям пожать ему руку, на самом деле. Прям по полочкам разложил человечек. Вот за это респект. Респект. Травля это говно. Ник! Кёски схватил меня за руку и кивнул головой в сторону двери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоит и лупает глазами там. Господи.
там стояла Кагаме и внимательно, как уже и все наши одноклассники, слушала меня. Вот так даже, да? Пробормотал я, не знаю, что делать дальше. Кагаме же, в свою очередь, вздохнула и вышла из класса. То есть она даже не выбежала, типа. Она такая... Это меня касается, так как... Стоп, нет, меня это не касается. И ушла. Побежишь за ней? А если и побегу? Иди в жопу вообще. Крайне взволнованно спросил Кёски. Нет, зачем? Что я ей скажу? И тут прозвенел звонок. Ник, прости еще раз. Вообще просто, они из меня все соки выжили, я не могу. Это просто какой-то трындец. Сказал Майкл и занял свое место. Кагаме так и не вернулась, а я совсем забыла о том, что собирался поговорить с Элли. Однако, несмотря на всю неловкость ситуации, случай объясниться с ней мне представится весьма скоро, ведь вечером у нас встреча с Ичиносе. До самого конца учебного дня я больше не общался ни с Кёски, ни с Майклом, да я бы вообще их послала бы в жопу и больше вообще с ними не общалась, потому что они какие-то мутные типы. Да и они желанием продолжать этот неприятный разговор явно не горели. Успокоившись и обдумав произошедшее, я пришел к выводу, что слишком уж сильно ополчился на друзей. А я думаю, что ты даже еще мягко выражался. Да, им стоило сначала думать своей головой, прежде чем слепо доверяться мнению толпы. Но вряд ли они сделали это из злого умысла. Или ввиду серьезной нехватки моральных принципов. Я медленно брел по коридору к выходу. Слишком много информации за единицу времени. Количество последовательных взаимодействий с людьми превысило операционные возможности моего мозга. Сработала защитная реакция, и я просто перестал что-либо чувствовать. Это, кстати, ну такая прям показательная штука. Я тоже, если начинаю прям с очень большим количеством людей общаться одновременно, я просто ничего не могу делать наполовину. Я не могу, типа, просто прийти в какую-то компашку и такая сидеть. Я, типа, прям даже если не хотела туда идти, ну, я прям начинаю с людьми много общаться, причем я кайфую от этого, то есть я не выдавливаю это из себя. И все равно трачу на это очень много энергии. И потом такая тоже, типа... Прикольно. Во дворе меня ждала Химицу. «Нико-кун, пойдем домой?» «Пойдем», — машинально ответил я и скользнул по ее лицу невидящим взглядом. Многоточие. Что-то она радостная. «Нико-кун, как день прошел?» «Нормально. А вот у меня отлично. Мы почти все приготовили к фестивалю. И я даже примерила форму горничной». «Хорошо. На самом деле, я не очень понимала, о чем она. Ты ведь хотел на нее посмотреть. На кого? На форму. Горничной». Химицу остановилась и топнула ножкой. «Нико-кун, ты меня не слушаешь!» «Да, прости. С тобой что-то происходит, ты мне об этом не рассказываешь. Ладно, я решила не давить. Но могу я хотя бы делать вид, что у нас все в порядке?» «Да, конечно». «Что конечно?» Я вздохнул и, наконец, попытался сосредоточиться на ее лице, чтобы понять, что Химицу от меня нужно. Солнце... Почему мне так плохо становится каждый раз, когда он к ней вот так обращается? Типа, у нее есть имя. У нее есть имя. Ладно. Может быть, кому-то это даже нравится, когда там называют зайка, солнышко, котик. И там всякое такое. Для меня это, наоборот, как будто бы какое-то пренебрежительное... Ну, не оскорбление, но типа такое. Ой, солнце, ой. Я очень устал сегодня, честно. Хочется просто прийти домой и завалиться спать. Отчего же это он устал? Что она про него в третьем лице говорит? Ну, неопределенно протянул я, но не придумал, что сказать дальше. Как минимум, все сложно. Ты опять не рассказываешь мне. В чем сложность? Не могу, правда. Считай, что я под подпиской о неразглашении. Конечно, гораздо проще было действительно все ей рассказать. По крайней мере, не пришлось бы сейчас мучительно выдумывать оправдания, напрягая и так работающий на автопилоте мозг. Нико-кун, я не хотела этого говорить, но не обманываешь ли ты меня? Конечно, я хочу тебе верить, но если ты постоянно молчишь, делать это становится все сложнее. А как же он может тебя обманывать, если он молчит?
Непонятно. Ты знаешь Кобаяши Эли? Вдруг пришло мне в голову. Лично не знакома, но ее все знают. Так вот, у нас роман. Я не нахожу ни одного объяснения. Я ничего не понимаю. Мне нужно попить водички. Я реально, я в шоке. У меня шок. Я даже хлюпнула водичкой. Мне нужно принести одеяло, потому что у меня шок. Это просто... Что это? Что это? Протянула Химицу и нахмурилась. Лучше бы сказал, что торгуешь наркотиками. Это и то легче... В это и то легче было бы поверить. А она не поверила, слава тебе, Господи. То есть ты считаешь, что для Эли я недостаточно хорош? Химицу тяжело вздохнула и продолжила идти. Тебе стоило бы поставить вопрос по-другому. Кто еще, кроме меня, способен вытерпеть все это? Вот именно, святая женщина. Молиться на нее надо, а не издеваться над ней, обманывать и вот эти все непотребства остальные совершать. Кошмар какой-то. Да, конечно, прости. Я поплелся за ней, многоточие. Когда мы подошли к дому, я понял, что до встречи с Кагаме еще безумно, чудовищно много времени. Но занять его было нечем. Более того, от одной мысли о том, что придется как-то существовать до вечера, становилось не по себе. «Ты зайдешь?» – робко спросил я. «Не сегодня». «Почему?» «Почему Никакун?» Никакун, я прям так его и назвала, я не хотела на самом деле. «Ух ты! Неужели тебе правда интересно?» «Если у тебя нет других дел?» «Других дел?» Химицу задумалась. «Да откуда же у меня другие дела? Ты у меня и работа, и отдых, и почетные обязанности, крест». Я реально не понимаю, за что она ему. За что? За какие заслуги? Если там в Японии же хоть кто-нибудь исповедует буддизм, что такого хорошего он сделал в прошлой жизни, что, во-первых, стал человеком, а во-вторых, еще и вот получил вот это вот сокровище. Просто я не могу. Извини. Да, я не всегда хорошо себя вел по отношению к ней, особенно в последнее время. Но к чему такой взрыв мрачной иронии? Да потому что она не выдерживает уже, как и мы все. Как будто передо мной Кэтрин. Нет, сегодня я зайти не смогу. Увидимся завтра. Пока. Она не стала дожидаться ответа и быстро перешла на другую сторону улицы. Вот и поговорили. Многоточие. Неловкость окружала меня со всех сторон. Да завались спать, ты же устал. Ну и поспи, что ты, блин, как этот, я не знаю. Я не знал, что скажу Кагаме после весьма двусмысленной сцены, которую она наблюдала во время моей ссоры с парнями. Я не знал, насколько жестким следует быть с Элли, чтобы та поняла, какие вещи можно рассказывать подругам, а какие стоит держать при себе. Элли. Я посмотрел на бас-гитару, которая терпеливо собирала пыль рядом с кроватью. В свое время я хотел ее убрать в шкаф, чтобы не мешалось, но все откладывал, надеясь, что еще не окончательно забросил музыку. А потом привык, и мешаться она уже перестала. Как вообще это делают? Я взял бас в руки, примерился к струнам и извлек несколько нот. Без подключения к комбику звук оказался глухим и невыразительным, но пальцы сразу вспомнили знакомое ощущение. Я сыграл простенькую бас-партию из одной известной западной песни и тут же почувствовал, что как будто камень упал с души. Подушечки пальцев правой руки, отвыкшие от жесткости струн, уже через минуту покраснели и начали болеть. Однако это была скорее приятная усталость от благодарной работы, чем отупляющее изнеможение от рабского труда. Почему я не делал этого раньше? Столько времени прошло в бесплодном созерцании, направленном внутрь себя, когда буквально на расстоянии вытянутой руки ждал целый мир. Я отложил бас и ужаснулся. Неужели во всем этом виновата одна лишь Кэтрин? Она бросила меня, тем самым пустив мою жизнь под откос. Конечно, все кругом виноваты, только не ты. Но ведь последние 1,5 года ее даже не было рядом.
Не она же незримой тенью ходила за мной по пятам, терпеливо отговаривая от любой попытки что-то изменить. Не она расставляла невидимые барьеры, порой мешающие осуществлять даже самые простые, базовые человеческие функции, которые любой нормальный человек считает совершенно естественными. Не Катя же каждое утро клала мне на грудь пудовый камень, не дающий встать с кровати. И точно не она лично испортила мои отношения с Химицу, хотя, конечно, немало этому поспособствовало. Однако, что касается Химицу, мне бы сейчас больше всего хотелось, чтобы она держалась от меня подальше, как и нам всем. Потому что она ничем не может помочь, потому что мне угрожает реальная опасность, и я не хочу подвергать этой опасности и ее. Может, тогда стоит рассказать всю правду, или хотя бы часть правды. В конце концов, она действительно не ребенок и способна сама о себе позаботиться. Да она еще и о тебе заботится, блин. Я решил, что стоит дать этой мысли настояться, а конкретное решение приму потом. Слушайте, я думаю, что уже нам надо, наверное, заканчивать. Ну вот когда вот к КГМ мы пойдем, я думаю, уже в следующей серии. За игрой на басу время прошло незаметно, и вот уже пора ехать навстречу с КГМ. Вот, короче, я предлагаю на этом стопориться, потому что я не знаю, что произошло вообще в этой серии. Просто все резко сошли с ума, все начали друг друга сводить, потом верить непонятно чему. Даже причем персонажи, которых я считала адекватными. Я такая, типа, ну вот это-то нормальные челики. Нет, ни хрена. Они тоже все сошли с ума. Вот и что теперь делать с этой информацией? Не знаю, пишите в комментариях, как всегда, что нам со всем этим делать. Про остальные всякие штуки тоже пишите, буду читать. Очень мне интересно всегда знать, что вы думаете о моих видео. Вот правда. И это, наверное, лучший способ вообще продвижения контента блогеров, которые вам нравятся. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. А пока вступайте в группу, подписывайтесь на плейлисты, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Obrigado,